Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре посылочка из магазина Box24. Меня этот магазин заинтересовал весьма любопытным ассортиментом моделей азиатских и европейских брендов. Я для себя отметил там целый ряд интереснейших наборов и думаю, время от времени буду пополнять свои запасы. А ссылку на магазин я оставляю в описании. Загляните, может, и вас что-то заинтересует. Давайте посмотрим, что я для себя там присмотрел. А присмотрел я вот такие вот прекрасные модели от Heller. Или, наверное, во французском произношении это будет как Eller. Ну, напишите, как вы считаете, правильнее будет звучать. А мне, наверное, все-таки привычнее произносить по английской транскрипции как Heller. Я был, честно говоря, приятно удивлен, когда увидел эти модели в ассортименте. Их не так часто встречаешь, и у меня уже есть несколько моделей от этой фирмы, также в 43-м масштабе, также это ретро-французские автомобильчики. И вот теперь моя коллекция пополнилась еще 2 экземплярами. Но надеюсь, что эта коллекция коробок уже скоро превратится в коллекцию моделей на полке. Давайте достанем их и посмотрим в общих чертах. Вторая модель это Peugeot 203. Модели запечатанные в заводской пленке, но судя по звуку, производитель не побеспокоился о фиксации деталей. Ну, сейчас посмотрим, что внутри. Судя по коробке, это переиздание, но сама модель уже достаточно старенькая. Но коробка прям пестрит всеми красками. Ну а внутри все тот же пластик, который кладется в этот набор далеко не первый год. И это переиздание ничем не дополнено. Ни декалями, ни какими-то вариациями. Это просто новая коробка. Кстати, деталей достаточно много. У Heller есть несколько моделей в таком ключе, как я уже говорил, и они немножко отличаются по детализации. Некоторые есть буквально на одном литнике расположены, некоторые, вот как этот 203 Peugeot, чуть более детализированы. Инструкция, видно, имеет некоторые зачатки цвета. Ну, посмотрим на этот набор уже подробнее в отдельном ролике. Сейчас вот хочу показать поближе кузов. Красный пластик, это, конечно, внезапно. Ну, мало того, что достаточно необычно видеть пластик такого цвета, так еще он очень плохо подхватывается камерой. Тем не менее, обводы модельки мне нравятся. Очень интересная, приятная машинка должна получиться. Еще надо будет обязательно ее перемерить и пересчитать масштаб. Мне почему-то на первый взгляд показалось, что модель эта, прототип должен быть по размерам примерно как Победа наша. Но вот я поставил рядом модель Победы и вижу, что Peugeot несколько меньше. Действительно ли это так, или здесь немножко масштаб неточный, это мы уже узнаем. Я думаю, на экране напишу результаты своих измерений и расчетов. Хотя, учитывая то, что это французская малолитражка, вполне возможно, что она действительно меньше Победы. Просто что по очертаниям повторяет немного этот кузов. Но такая уж была мода тех лет. Многие автомобили имеют подобные черты. Вторая моделька из посылки Peugeot 403. И здесь у нас в комплекте идет набор красок, клей и кисточка.
То есть такой подарочный набор, который практически не требует дополнительных инструментов. Такой набор можно заказать в качестве первой модели, и уже прямо вот открыв коробку, можно начинать собирать, клеить и красить модель. Прекрасный подарок для ребенка, и я это говорю не просто так, я собирал такую модель с ребенком и отлично зашло. Опять же, насколько я смог уже понять, насколько я смог разобраться в этих моделях 43-го масштаба от Heller, несмотря на то, что они достаточно старенькие, собираются они прекрасно и отлично подойдут в качестве, как я и сказал, первой модели, отлично подойдут для детей, для тех, кто хочет попробовать для себя моделизм. Так что обратите внимание на такие вот наборчики. Так, посмотрим, что здесь внутри. Здесь опять пластик внезапного цвета, на этот раз синий. Вот такой вот синий пластик. И это у нас уже седан. Также интересная, красивая модель, приятные обводы кузова. Вижу я тут, конечно, некоторые дефекты, например, следы от толкателей прямо на капоте. Так что модель, конечно, не идеальна, но тем не менее, я думаю, на полке будет смотреться очень здорово, и с этого набора можно сделать весьма интересный образец. Внутри, как я и сказал, подарочный набор, краски, клей и небольшая кисточка. Краски также фирмы Heller, 12 мл, 4 цвета. Черный матовый, морской серый матовый, серебристый и глянцевый серый. Я так понимаю, цвет для рамы, для кузова, для салона и для деталей. В принципе, это все, что надо, чтобы симпатично покрасить модельку. Ну и далее в коробке оставшиеся литники. Здесь деталей поменьше, всего 2 литника, один из которых довольно маленький. И плюс ко всему здесь стекла даны вот такой вот отдельной деталью. В предыдущем наборе стекла были раздельные и даны были на отдельные рамочки. Также производитель не озаботился упаковкой деталей в какие-то раздельные пакеты. Даже стекла лежат вот просто так в коробке. Но, тем не менее, вроде бы не повреждены. Пожалуй, я сейчас сам этот недочет исправлю. Вот так-то мне будет спокойнее. Вот такое вот небольшое пополнение, такая неожиданная приятная находка в магазине Box24. И вот, как я уже говорил, несмотря на всю свою простоту и некоторую архаичность, меня довольно привлекают эти модельки, и хотелось бы собрать все наборы, которые предлагает Heller вот именно в 43-м масштабе в серии французских автомобилей, французских ретро-автомобилей. И вот еще что хочу показать. Вот такую модельку мне удалось нарыть на барахолке. Это, конечно же, снова Heller, снова 43-й масштаб, Austin Mini. Наверное, самая детализированная модель этой фирмы. Одна из самых детализированных. Здесь довольно много деталей, довольно интересная проработка элементов и аналогичный цельнолитой кузов. Ну, почти цельный, здесь передняя и задняя часть также даны отдельными элементами.
Ну, как я уже и говорил, мы эти все наборы детально рассмотрим в отдельных роликах. Ну а это видео я буду заканчивать. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Ставьте лайки, если вам интересны сборные модели в 43-м масштабе. И если вы хотите поскорее увидеть сборку этих наборов. Оставляйте также комментарии к обзору, что вы думаете об этом производителе. И если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. Я же благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч!